В Калининграде полицейские в ходе проведенного рейда изъяли почти 3 тонны контрафактной бытовой химии. Торговля фальсифицированной продукцией осуществлялась в супермаркете, расположенном в торговом центре на улице Карамзина. При проверке торговой точки правоохранители обнаружили поддельные товары общим весом почти 3 тонны. Из незаконного оборота полицейские изъяли свыше 3000 единиц продукции, среди которых стиральные порошки, моющие средства, кондиционеры для белья и шампуни различных марок на общую сумму около 500 тысяч рублей. Со слов владельца магазина, он приобрел неоригинальную бытовую химию у российского поставщика. За использование товарного знака без соответствующего на то разрешения в отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении. В данной новости нет информации, где приобрел данную продукцию владелец магазина. Возможно, в дальнейшем эта информация еще будет. Стоит вспомнить, что по последним сообщениям в средствах массовой информации крупные объемы поддельной продукции среди как раз бытовой химии, были обнаружены на складах Валберес. Одна из новостей звучала следующим образом. Со складов Валберес в Подмосковье изъяли почти 40 тонн поддельного порошка. Новость эта была от 27 августа 2024 года. Московская область. На складах Валберес в Московской области обнаружили поддельные стиральные порошки Тайд, Ариэль и Гель-Персил. Контрафактную продукцию изъяли. Ее общий вес составил 38 тонн. Сумма ущерба оценивалась в более 6 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на Управление информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области сообщила ТАСС. Предприниматели, занимавшиеся продажей поддельной бытовой химии через Marketplace, фасовали продукцию в подпольном цехе. Проверка началась после жалоб покупателей на испорченное после стирки белье. Аферистов задержали. Их обвиняют в использовании чужих товарных знаков. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Вместе с тем предприниматели заявили, что в условиях спецоперации защитить торговые марки иностранных компаний не требуется, так как они уходят с российского рынка. Позднее в пресс-службе Валберес опровергли информацию об изъятии со складов 38 тонн порошка. Представители компании заявили, что Marketplace всегда сотрудничает с правоохранительными органами и оказывает содействие. Также Валберес подчеркнули, что все товары проходят дополнительные проверки с целью защиты правообладателей. Журналист «Аргументов и фактов» сообщает, что в отношении российского блогера Юрия Дудя, признанного в стране иностранным агентом, возбудили дело об административном правонарушении после интервью с дизайнером Артемием Лебедевым. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы. Прокуратурой в ходе проверки установлено, что Дудь разместил на YouTube-канале «Вдудь» ролик «Лебедев. Большой разговор. Вдудь» без указания на то, что материал произведен и распространяется иностранным агентом, рассказали информагентству. Дело было заведено по статье «Нарушение порядка деятельности иноагента», причем через месяц после выхода интервью. Блогеру грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Ранее его уже штрафовали за подобное, однако он оспаривал это в суде. В Томске перед судом предстанет уроженец Узбекистана за развратные действия и непристойные предложения 12-летней девочки. Об этом сообщили 11 октября в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Томской области. Согласно данным следствия, больше 10 лет назад житель Узбекистана приехал в Томскую область на заработки. 3 августа этого года вечером он гулял в парке на улице Карла Ильмера. Заметил сидящую на лавочке девочку, обвиняемый сел рядом и заговорил с несовершеннолетней на темы сексуального характера, а также попытался дотронуться до нее. Юная томчанка испугалась и убежала, а дома о случившемся рассказала родителям, которые обратились в полицию.
В ходе следственных мероприятий задержанный отказывался признаваться в содеянном. И лишь на завершающей стадии расследования он в своих показаниях допустил, что мог совершить то, в чем его обвиняют, но лишь потому, что был пьян. В настоящее время мигрант находится под стражей. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу. ЛентТВ-24 сообщает, что в четверг, 10 октября, в полицию поступило сообщение о возвращении 13-летней семиклассницы в Киришев. По данным источника ЛентТВ-24 в правоохранительных органах, все произошло накануне около 15:00 в квартире на улице Пионерской, где девочка находилась в гостях. О случившемся рассказала опекун школьницы. По подозрению в преступлении задержан 49-летний безработный гражданин Узбекистана. Заведено, соответственно, уголовное дело. Мигранта поместили в изолятор. В то же время на политической арене защитники мигрантов высказывают свою позицию. В частности, омбудсмен Таджикистана Умет Бабазада обратился к своей российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой взять на свой контроль ситуацию с соблюдением прав граждан, в частности республики, из числа трудовых мигрантов. В своем обращении он обратил внимание Москальковой, в частности, на публикации в прессе, в которых рассказывается о нарушении прав таджикских граждан в России. Ранее свою обеспокоенность в связи с положением трудовых мигрантов из Таджикистана в Российской Федерации высказывал глава правительства республики Кахир Расулзада. Источник данной новости – argumenты.ru. Новостной ресурс bratsk.ru сообщает, что гражданин Таджикистана, арестованный по обвинению в осквернении символов воинской славы в Братске, находился на территории России незаконно. Несколько лет назад он вступил в фиктивный брак для легализации, а 24 сентября взобрался на мемориал славы, празднуя чужую свадьбу, и попал в руки полиции. Уголовное дело по факту организации незаконной миграции возбуждено в Братске. Его фигурантами стали местная жительница и тот самый мигрант из Таджикистана, арестованный по обвинению в осквернении символов воинской славы и вандализме. Об этом сообщает Братская студия телевидения со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК РФ по Иркутской области. Мужчину задержали после публикации в сети видеоролика, запечатлевшего, как он забирается на мемориал славы, а его знакомые, гуляющие на свадьбе, внизу громко кричат и танцуют под национальную музыку. По версии следствия, несколько лет назад мигрант вступил в фиктивный брак с гражданкой РФ, чтобы получить право на пребывание в России. А в 2022 году мнимый супруг уговорил жену, мнимую тоже, вписать имя своего знакомого, жителя Таджикистана, в свидетельство о рождении ее сына, предоставить недостоверные сведения в службу ЗАГС. В результате еще один иностранец, который не имел вида на жительство в РФ, мог рассчитывать на оформление гражданства в упрощенном порядке. Следственным отделом по городу Братску Следственного управления СК России по Иркутской области по материалам УФСБ России по Иркутской области возбуждено уголовное дело. Фиктивных супругов подозревают в преступлении, предусмотренном статьей «Организация незаконной миграции», совершенная организованной группой.